как я поступала в университет в Корее. Мое приключение началось с решения покорить новый иностранный язык. После поездки в Штаты я хорошо закрепила английский язык как на практике, так и в теории. А обучаясь в институте в Хабаровске по специальности менеджмент, я еще и учила французский язык, но, к сожалению, за неимением практики он более-менее угас. Поэтому, поработав некоторое время, я решила добавить в свою копилку еще один иностранный язык. В этот раз восточный. Поизучав, поисследовав, какие есть языки и какая в них надобность, ну и какой самый легкий, сложный, мой выбор пал на корейский. В чем-то он мне показался изначально легче, чем остальные. Еще одним плюсом было экономическое развитие, бум в Южной Корее и тесная взаимосвязь с Дальним Востоком России. Вот с тех пор-то и началось изучение корейского языка и поиск лучших вузов и лучших курсов для старта. Конечно, рейтинги институтов и советы знакомых сыграли очень важную роль в моем решении. Как выяснилось, Юнсей стал первым преподавать корейский язык иностранцам, и он до сих пор является лучшим в рейтинге в мире среди институтов корейского языка и литературы. Поэтому мой выбор пал на KLI, Korean Language Institute в институте Юнсей. Так что выбор был сделан, осталось только поступить. Но источников не было. Почти все сайты были на корейском, английские версии только-только стали появляться, и они не были адаптированы для студентов вне региона АТР. Поэтому мне пришлось самостоятельно изобретать велосипед. Собрать все необходимые документы, нотариально их перевести, заверить, отправить по срокам. И послать такие документы неизвестно куда было очень страшно, и ты понимаешь, что есть только один шанс. Я до сих пор помню свое волнение от ожидания и от неизвестности, что будет, поступила или нет, а как дальше. Но в принципе очень скоро, где-то в течение 2 недель, мне сообщили о моем зачислении и сроках, когда я должна приехать и начать учебу. И тогда я стала готовить список документов на визу. Тогда еще нужна была виза. И виза D2, либо D4, которая учебная, она требует, конечно, сборки определенных документов. Мои первые впечатления от университета Юнсей? Вау! Да, это было оно. Я влюбилась сразу же. Прилетев в Корею, я помню, что самостоятельно добиралась от аэропорта до общежития. Тогда я остановилась в DMC, это не пиар. Это очень шикарное общежитие, не останавливаюсь там. Очень дорого, безумно дорого. Апартаменты просто шик, 100 квадратных метров, последние технологии. Я даже не понимала, как этим пользоваться. Как зайти, как все включить, все под тебя подстроено. Ничего без технологий было сделать невозможно. Я помню, как это было страшно, приехать в страну, где почти все на корейском языке. Ты его тогда еще не знаешь, ну, barely, ну там совсем чуть-чуть знаешь основы. И как? И что делать? Я старательно искала указатели на английском языке, но это было тщетно. В общем, побродив по округе своего общежития минут так 20, но при этом там шел февральский проливной ливень, холодно, ветер, это было уже где-то 10 вечера, я нашла его, мое общежитие. Меня тогда ждали на ресепшене, я подошла, оформилась, поднялась в квартиру, и там уже были заселились японки. Вот с тех пор я не люблю жить с японцами, с ними жить сложно. А вообще, конечно, жилье порадовало. 2 спальни, огромная гостиная, 2 ванных комнаты, своя прачечная, своя горничная, господи, да там жить можно. Показалось тогда мне так. А вид? У нас был вид с балкона на реку Ханган. А гардеробная комната, это была мечта любой девушки. Только видишь, там да, было нечего. Ну, у меня была комната гардеробная. В общем, так вышло, что, да, я такая умная, суперумная, да, просто я с репетитором занималась, до того, как я поехала в учебу. Я за 1 месяц сдала весь 1-й уровень, начальный. Вот, я была такая, все-таки, вау, белая. Ну, я же белая, я же не азиатка. Сдала, вау, поднимись, там все, причините специальный диплом за этот день. Я поднялась на сцену, при награждении выпускников, медаль, диплом, пофотались, там, вау, посмотрите, вот белая девчонка. Она, в общем, короче, корейский, весь начальный уровень за месяц прошла и сдала, и лучше всех, лучше даже китайцев. А они такие трудоголики. Как они ёщенком были, прям вообще ёщими, было жуть. Как тогда было классно, здорово, столько залпа, сил. И тогда я еще не знала, что впереди меня ждут все эти уровни. И когда ты учишься 24/7 неперестанно. Когда ты забыл, что такое сон, еда, не, учеба. Если кратко ускорить процесс, то в течение 2 следующих лет я училась прям. И чем дальше, тем я училась больше. Иначе никак, потому что вам нужно выучить все 6 гриппов корейского языка. Вам нужно знать ханджа, то есть китайскую письму с минимум 2-го уровня. А так как мы не учили никогда раньше китайский, да, то приходилось учить с нуля, и это было довольно-таки сложно. О, букашка, что у нас значит? Также я снималась на разных программах, ТВ-шоу, подрабатывала, участвовала в промо-акциях, показах и так далее. То есть много чего интересного происходило. Главное, я завела кучу знакомств. У меня было много друзей, как корейцев, так и иностранцев. И иностранные мои друзья сейчас, конечно, супер популярны в Корее, что меня очень радует. Правда, у них никогда не хватает времени
но ничего. И, конечно, я просто жила в Корее, наслаждалась жизнью технически развитой, когда у тебя все удобно, все легко и все в одном телефоне. Но я все-таки решила вернуться в Россию. Была на то причина, и, возможно, однажды я вам про это расскажу. По поводу жилья в Корее. Как выяснилось, немного погодя, это очень-очень дорого. Корея страна небольшая, поэтому больших комнат, квартир это губу раскатали. Вот, общежития в основном очень маленькие. То есть в среднем корейцы живут в комнатках, где от 4 квадратных метров, ну до 8, это прям вау, 8 квадратных метров. Где у тебя в одной комнате есть абсолютно все, тут кровать, стиральная машинка, в нее входит микроволновка сверху, это твой шкаф как бы для зимнего, это твой стол, душевая, ванная, и все, это вся твоя квартира в принципе. И чем лучше район, я имею в виду, чем он ближе к твоему институту, или там больше всего находится, тем дороже. Поэтому жилье в Корее примерно выходило где-то 600-700 тысяч вон в месяц, это не считая залога. После того шикарного общежития, конечно, я переехала в гораздо более простое, дешевое. Сначала я жила там, это было, вечно переселялась из одной комнаты в другую, как только она освобождалась, перевозила вещи, потихоньку обустраивала. Я помню, когда купила свой первый ковер в Корее, я собирала пазлы, вешала их на стену, покупала одеяло, эти подушки там из новых коллекций, мне это очень нравилось, все это украшать, такая была моя квартирка. И постепенно, чем дольше я жила, тем все больше и больше лучшую квартиру я переезжала. В конце я уже осталась жить в Кощевон, либо Кощетель, это очень хорошие условия были, но сразу в него заселиться не получится, у него очень большой соответствие ожидания. Плюс вам нужен Бэйлгиптенукчин, то есть вам нужен паспорт иностранца в Корее, ну, конечно, залог и так далее. При съеме жилья обязательно выбирайте то, который ближе к вузу. Очень важно всегда быть на парах, никогда на них не опаздывать, и поэтому расстояние здесь будет для вас являться важным критерием. Кстати, за весь период обучения моего в Корейском институте я ни разу не пропустила, не опоздала ни на одну пару. Даже культуру, даже кулинарию Кореи и историю. О, за это я была вознаграждена. Вообще корейцы добро и старание всегда ценят и хвалят, нежели отмазку: «О, я не смог стать к первой паре, как ты смогла даже не опоздать?» Или «О, мне так сложно было сделать домашнюю, я вчера там гулял и не сделал». Вы приехали в Корею учиться за ваши деньги, даже либо за грант. Почему вы не учитесь? Почему вы гуляете? Сначала сделай все, выучи, потом отдыхай. Если, конечно, время останется, а то нет, только 24 часа. А так как я приехала учиться и еще за свои деньги, поэтому мне нужно было выложиться на все 100%, то я училась усердно, но я при этом успевала сделать многое другое и очень интересное. По поводу людей в Корее вообще, да. Чем больше, конечно, я знакомилась с корейцами, тем больше понимала, что их речь это больше как слова на ветер. Да, конечно, давай, крэк, хропщида. Эта фраза не несет никакой нагрузки. Это не значит, так оно и будет. Если вам согласились еще раз встретиться, сходить в кино, поиграть в теннис, там, давай как-нибудь, он это не имел в виду. Это было просто как бы вежливое продолжение диалога. Часто говорят «да» в ответе, просто как факт того, что не приняли информацию. Так это не будет значит, что да, он со мной согласен. Вообще мне было проще всего общаться в Корее с американцами. Не знаю, то ли то, что я жила до этого в Америке, но как-то менталитетно мы были очень схожи. Русских я старалась избегать максимально. У меня всего было несколько знакомых русских в Корее, и я, в принципе, считаю это нормально. Не понимаю, когда русские кучкуются, давайте там все встречаться, это зачем? 100 пудов вы не будете говорить на корейском, или даже на другом иностранном языке. Вы будете говорить по-русски. Зачем приехали в Корею говорить на русском среди русских? Это можно было сделать на халяву в России. И по поводу помощи моей поступления в корейские вузы. С тех пор, как я поехала в Корею, я сделала группу «Поехали в Корею», сейчас она так называется, и там я выкладывала все то, что я сама находила и сама использовала. То есть шаблоны, ссылки, всю информацию, которую я перевела, о том, как получить грант, какие бывают гранты, что нужно сделать. Эта вся информация есть абсолютно бесплатно, это ничего не стоит. Вы просто заходите, вы используете в своих личных целях. И хора ее копировать. С тех пор, как вот я все это стала делать, я вела подсчет, скольким людям я помогла помочь поступить в Корею, либо получить гранты, либо стипендии. Вот после 300 я перестала, потому что было очень сложно учитывать. Но я этому очень довольна, как галочка в жизни. Добрые дела сделала, а добро ведь возвращается. Сейчас я понимаю, что все гораздо легче, потому что я знаю, как это, я испытала это сама на себе, и почему бы мне не помочь, не рассказать это другим. Ведь если сделать как надо и как просят корейцы, вы не просто поступите обязательно, вы получите грант, либо стипендию, либо любую матпомощь. Главное, относитесь к этому серьезно, а не абы как, ладно, попробую, там, может получится, может нет. Тогда даже не пробуйте.
Вы должны приложить все свои усилия и все свои возможности для цели. Тогда у вас будут шансы ее реально получить. Так как, поверьте, было очень сложно выучить корейский язык за этот срок. Многих отчисляли, и даже китайцев и японцев, кто уже имел основу и базу. Тут важно не только знать слова или их уметь их писать и читать, вы должны успевать все это сделать, написать вашу дипломную работу, провести опросы, все это подготовить, презентацию, выучить, сдать все экзамены. Ничего не забывать при этом. Чем дальше вы учите корейский, вы не только учите сам язык, вы учите историю, через корейский язык, политику, культуру, кулинарию и так далее, даже стихи. А каково читать стихи корейские с корейским пояснением? Это довольно-таки дело сложное. Я помню, что под конец у меня были экзамены уже где-то каждые 2 недели, у меня был какой-то тест либо экзамен. Разные были письменные работы, опросы, я даже опрашивала население, мне давали задание, а пойди опроси здесь-то столько-то корейцев, запиши ты на диктофон или на видеокамеру, сделай презентацию, оформи, выступи перед аудиторией, расскажи, как это было. Это было вау! Подойти на улице к таким-то корейцам, которых я не знаю, определенного возраста или там статуса, и поспрашивать, да кореец при виде иностранца сразу почти убегает. Но все это нужно было сделать обязательно. Никак нельзя это было не сделать, поэтому приходилось себя переламывать и перебарывать, не спать по несколько дней. Я помню, как учить всю ночь, абсолютно всю ночь, и когда в 6 утра ты понимаешь, я еще не доучила, через 1,5 часа экзамен, как быть? А его сдашь, придешь на пару часов поспишь и дальше учишь, а завтра другой экзамен. Но в конце концов ты ощущаешь себя победителем. И когда ты вырываешься из стен института такой, в Корею, в общество, и ты понимаешь все в больнице, в офисе, на работе, в торговом центре, что говорят, и как нужно ответить, это ощущение как вау. И даже при заселении в новую квартиру ты читаешь контракт на корейском, ты все понимаешь, и ты вносишь коррективы на корейском, потому что нефиг русских обманывать на деньги. И в этот момент, либо после этого ты такой ощущаешь в голове такие мысли: ух ты, а ты вообще в курсе, что ты целый язык в голову забил? Можешь делать что хочешь. Так что я и вам желаю продлить свои университетские годы, а в Корее это были суперские, лучшие мои университетские годы в жизни, либо добавить в вашу копилку, в голову еще один иностранный язык. Это всегда будет полезно, неважно, какой бы специальностью вы ни занимались потом. И не старайтесь сейчас думать, а зачем мне язык, а что я буду с ним делать? Пока вы будете учить, вы будете находить какие-то новые интересы, достижения, и ваша жизнь будет меняться. Главное, конечную цель помните, язык-то покорить надо, не бросайте, это самое печальное. Если вам понравилось мое видео, лайкните его и подпишитесь на наш канал.